Оксана, Вячеслав, расскажите, пожалуйста, по прошествии какого времени вы начали оставаться довольны результатом своих работ? Имеется в виду, сколько лет вы писали маслом и как долго понадобилось для того, чтобы результат и задумка совпадали. Я не так давно пишу маслом, и результат вроде хороший, но нет ощущения вау от результата. Вот пишу, и кажется, что сейчас будет шедевр. А на следующий день посмотрю и думаю, и чё это я так распетушилась во время работы? В общем, ощущение есть от состояния природы, но пока оно на холст не передается, а передаются цвета больше реалистично, чем внутренняя радость. Спасибо, Оксана. Вы знаете, Мыльников, очень большой, великий мастер. Это с его слов рассказывал, что он писал большие, у него огромные холсты, академик. Рассказывал, что пишешь работу с ощущением полного величия. Утром просыпаешься, подходишь к ней, смотришь, Боже, какое ничтожество, что я тут натворил. И все переписывает заново. Но представляете, Мане почитайте, он же пишет там своему другу, что я полное ничтожество, что все, что я написал, соскоблено, уничтожено, счищено, и мне очень плохо. Ну вот представляете, какие переживания у человека, вот такие душераздирающие от того, что он видит, хочет написать, и то, что получается. Это процесс естественный и нормальный. Так что вау сегодня и какой ужас завтра будут преследовать вами. Просто готовьтесь к этому, оно будет с вами, наверное, всегда. И часто бывает так, что от меня близкие просто прячут работу и говорят, что ну ты же подарил, чего ты трогаешь? Я говорю, ну тогда уберите к себе в комнату, я не хочу это видеть. Мой глаз цепляется за то, что я сделал там, например, 5-10 лет назад. Я хочу исправить. Мне не дают. То, что вы петушитесь во время работы, это совершенно замечательно. Это некий двигатель, который помогает нам работать, быть все время вот в этом экстазе. Это экстатическое состояние. Если его нет, лучше вообще не работать. Лучше подождать, чай попить. Придет вот это вдохновение, когда вы не сможете не писать. Ну, как секс. Ну, нельзя же каждый, я не знаю, впрок. Один мой знакомый впрок это делал. Ну зачем? Ну, создастся ситуация, будет, значит, я не знаю, через год когда-нибудь. Не создастся, значит, нету. Ну и что? Чего волноваться-то? Будет у вас 10 работ написано, никудышных, или одна, вот когда эта ситуация возникнет, одна. Но ради одной, может быть, стоит жить. Пусть в ней будет вся полнота вашей энергии, ваших чувств, вашей любви к искусству, ко всему, что называется жизнью. Мы же ее пишем. И не так важны, мне кажется, сюжеты, которые мы пишем. Вот Фешин гениален все-таки. Он говорил, не важно что, вы пишете, а важно как. Вот этот акцент, намерение писать виртуозно заставляет работать, каждый день трудиться, счищать, переписывать. А сколько вы писали маслом и как долго понадобилось, чтобы результаты задумка совпадали. Да вы знаете, Оксана, пишешь, в этот момент что-то рождается. Есть, конечно, этюды, эскизы, вот ты стремишься это сделать, но когда ты начинаешь работать, тут же все меняется, и ты просто в поиске, бесконечно счищая, уничтожая, переписывая, композицию изменяя, идешь следом за тем, что вот здесь вот песня поет внутри, вот ты ее пропеваешь как бы на холсте. В этом смысле руки являются каким-то продолжением, как говорят, что все твои чувства, красота на острие твоей кисточки, ты как инструмент в руках начальства, которое вот, через тебя это все творится. Тут подходит как раз эта фраза, что тебя в этот момент нет, а есть только процесс, за которым ты следуешь. Так очень условно, я думаю, понятно о чем, что я имею в виду. Как бы не очень-то по плану. В том же секусе не бывает плана. Какой может быть план? Вот завтра я, значит, вот так стану, потом вот так вот, потом еще чего-то там. Что это такое? Это же не, я не знаю, не бизнес-план, согласно которому будут поставленные задачи выполнены, и в конце будет прибыль. А потом, значит, что?
в налоговую, да, вот эту вот декларацию. Само струение жизни через тебя в этот момент, когда ты пишешь, является самоцелью. Больше цели никакой нет. Даже и это не цель. Но так, если брать эти слова за основу, что цель какая-то существует. Есть просто танец, нету у танца цели. Само танцевание, вот это в процессе и есть нечто такое, ради чего и, собственно, танцоры танцуют, или пара. А что сперва, мастер Клеп спрашивает, карандаш или акварель, пятно или линия? Речь о набросках. Ну, в основном пятно. Причем есть некая хитрость. Об этом, кстати, у меня есть, по-моему, 2 или 3 урока. Темпера, наброски, обнаженные фигуры. И там я показываю, как сразу закладывать не просто пятно, а объем в перспективе. Об этом же приеме речь и в карандашных набросках, в уроках, да, по карандашным наброскам. Обратите на них внимание, вы не будете ошибаться в объеме. Вы сразу пишете пространство. Это кардинально, это другой подход, это не просто пятно, а объем в пространстве. Так что тех, кто не хочет ошибаться, рисуя обнаженную модель, да и вообще просто объем в пространстве, отсылаю вас к этим урокам. Карандашные наброски и наброски темперы. Когда мы просто линией работаем, мы же все равно внутри, вот как скульптор, чувствуем объем, вот куда он идет. Ну вот, например, этот там параллелепипед, вот он в сокращении. Вот это же расстояние изменилось, вот оно было вот такое, а потом стало вот такое. Так вот, есть метод, который позволяет не просто сверять, как там карандаш, вот так вот, нет, а сразу писать это, вот это ближе, это дальше, от вас сразу. Такое вращение происходит, и будет очень удобно. Так что почему бы сразу цветом, акварелью, может быть, предварительным каким-то цветом, не прокладывать вот этот объем в пространстве. И будет потом удобно сразу. Ты сразу чувствуешь в листе трехмерность. Таня, Маня, на одном из ваших видео вы в такой замечательной кепочке с защитой затылка от обгорания на солнце. Шею она защищает. Тут такая вот шлея, которая шею от обгорания. Где такую приобрели? Может, подскажете места, где водятся такие специальные головные уборы для пленеров незаменимые. Ну, вот это я дважды покупал, причем в Калифорнии дважды. Один раз я ее посеял. Был ветер, и на Корфу был класс. Я эту шапочку одел поверх капюшона, и потом где-то раз забылся, и нету ее. И второй раз приехал в Америку и пошел в магазин, как называется, 2 буквами, Б и чего-то, Би, что-то еще, я не помню как, но, в общем, спортивный магазин. Большой, огромный такой супермаркет спортивный, будете... Вот я не видел в других штатах, а в Калифорнии точно. Я достал, не поленился эту шапочку, чем она хороша. Я разные пробовал. И все-таки они есть... Вот это самое лучшее, она без... Недостатков здесь нет. Смотрите, какая она, как сворачивается. Очень легкая. Разворачивается раз. Здесь вот, значит, место сгиба. Сюда. Вот это вот шлея. Здесь регулируется, значит, черепушка. И еще есть от ветра вот это вот, как у ковбоя. Так что все удобно. Ну и дышит она, естественно. Такое... Супер хорошая, я очень дорожу. Она не дешевая, стоит, по-моему, $51. Но стоит того. Может быть, вы на Амазоне найдете. Я сейчас посмотрю, что тут написано. Написано Sunday. Все. Больше ничего не написано. И large. И еще don't forget your hat. Не забудь свою шляпу. Написано еще, что сделано во Вьетнаме. О, может быть, это будет наводка. Еще написано sundayafternoons.com.
В конце этого видео будет прямая ссылка на ролик «Художник и пленэрный опыт». Предлагаю его посмотреть.